Все началось с пандемии коронавируса. Да, я слышал потом, что одному ковид память попортил, второму вкусовые рецепторы, третьему сердце посадил. Но у меня-то все нормально. Я-то переболел без осложнений. Просто провалялся камнем пару дней из-за слабостей, температура не выше 37,5. Потом отключилось обоняние. Стоп! Точно! Именно в этот момент изменилось что-то еще. Но я не сразу это понял. Через пару недель выздоровел вроде бы, все симптомы спали, однако осталось это ощущение. Странное такое, недоброе. Но идентифицировать его мне не удавалось. Итак, я продолжал жить по инерции. Как обычно, работа, дом, семья. И вот однажды сел порисовать, и меня как молнией ударило. Магия творчества исчезла. Любимое занятие, дело моей души больше не радовало, не манило, не питало. Связь с источником творческой энергии бесповоротно оборвалась. Я отчаянно вожу пером по холсту и чувствую, будто картошку чищу тупым ножом. В груди ярость и обида, как если бы у меня отняли то, что отнять невозможно. Просто представьте, как если бы у вас, не знаю, руку отстегнули. Но это было только начало. Постепенно моя жизнь превратилась в день сурка. Я проживал один и тот же день, опять и опять. Нет, события были разные, но ощущения от происходящего не менялись. Все воспринималось одинаково пресно. Ты засыпаешь в одном настроении, просыпаешься в нем же. Делаешь дела, разговариваешь с людьми, смеешься. А внутри мертвая апатия, будто ты не проживаешь свою жизнь, а смотришь фильм про себя. Никогда бы не поверил в подобную херню, если б сам в ней не оказался. Я стал анализировать. Обнаружил, что больше не испытываю ярких эмоциональных состояний. Краски жизни выкручены в минус процентов на 70. Больше нет приступов счастья, предвкушения или ностальгии. Нет вдохновения, главного топлива для творчества. Ничего не радует, следовательно, ничего не хочется. Нет смысла, нет мотивации, нет целей. Психоэмоциональное плато. Да, подумал я, занятная ситуевина. Что дальше? Я стану овощем? Тем самым чуваком за столом, который все время молчит и смотрит в одну точку? Нетушки. Я окунулся в поиск решений, изучил кучу материала, нащупал у себя высокофункциональную депрессию. Похоже, ковид нарушил мне синтез серотонина, норадреналина и дофамина, которые регулируют эмоциональный фон человека. Вывел рекомендации, приступил к делу. Начал с психоанализа и медитации. Убедился в отсутствии страха, тревоги, раздраженности и навязчивых мыслей. Стало понятно, что причина проблемы кроется не на уровне ума. Тогда я включил физику, здоровый сон, активный спорт и правильное питание, чтобы стабилизировать обмен веществ и усилить выброс гормонов, плюс прием витаминов и минералов. Безрезультатно. Затем я отправился в отпуск, целая неделя райского тюленевого отдыха. Море, солнце, песок, вкусная хавка, ультра all-inclusive. Не помогло. И вот, наконец, последняя надежда. Чудотворная медицина. И его величество психотерапевт. Уж он-то мне точно поможет. Таблетки там волшебные пропишет. Да? Да. Нет. Я потратил уйму денег, сдал кучу анализов, прошел множество психологических тестов, и все мои показатели оказались в пределах нормы. Так врач отказался прописывать мне что-либо и порекомендовал то, что я уже прошел. Блеск. Мне потребовалось время, чтобы отпустить прошлое ради настоящего. Сейчас я на стадии принятия новой реальности. Учусь жить без красок, действовать без мотивации, творить без вдохновения, любить жизнь, которая больше не любит тебя.
И это тот еще челлендж, скажу я вам. Да, это попахивает мазохизмом, но всяко лучше, чем не делать ничего. Я даже стал находить плюсы, в голове стало тише, на душе спокойнее, хоть и с оттенком тоски по прошлому. Да, радость больше не подбрасывает тебя в небеса, но и грусть не отпускает на самое дно. Я надежно завис где-то между. Эмоции больше не мешают объективно мыслить, следственно, ты всегда оцениваешь события максимально адекватно. Теперь я чаще действую по логике, а не по желанию. И будет крайне нелогично забрасывать творчество после всего, что я в него вложил. Поэтому я снова здесь. Хочу поблагодарить всех, кто поддержал меня в этот непростой период. Моих родных и близких, друзей и коллег. Спасибо моим подписчикам за то, что не забывали обо мне и продолжали ждать. Ну и отдельная волна любви Нилу, хвостатому хранителю моего паблика в ВК. Итак, я продолжаю свой путь. Немного другой я, но дорога та же. Присоединяйтесь. Только не спрашивайте, куда мы идем. Я сам не знаю.